В предыдущих уроках мы рассмотрели редактирование данных и проведение сплайнов. После завершения этих процедур результаты следует сохранить. Сохранить можно отредактированные данные, сглаженные кривые сплайны и проект, состояние программы, включая все загруженные данные, сплайны и все настройки. При сохранении данных необходимо ввести имя файла и выбрать формат выходного файла. По умолчанию имя файла определяется в выбранной в панели пикетов записью. Формат файла по умолчанию ADI. Тут же в окне сохранения данных есть дополнительные настройки. Первая – только выбранный пикет. Если отмечено, то сохраняются данные для текущей записи. Если нет, то для всех загруженных записей. Вторая – только выбранные типы обработки. Если отмечено, сохраняются выбранные типы обработки – Local-E, Local-H, Remote-E или H. В противном случае все существующие, даже если по ним не проводилась редакция. Третья настройка – имя файла по имени пикета. Если отмечено, то после введенного в поле имени файла при сохранении будет добавлено имя записи. Эту опцию удобно использовать, если отключена первая, только выбранный пикет. В этом случае каждая запись будет сохранена со своим именем. Можно также сохранить сплайн. Окно сохранения имеет те же параметры, что и окно сохранения данных. Сплайны сохраняются с настройками, которые указаны в секции сплайна. Важно следить, чтобы эти настройки для разных пользователей при работе с одним профилем или площадью были одинаковыми. К этим настройкам относятся, на какой сетке частот сохраняется сплайн, сохраняется ли он там, где нет данных, и сохраняется ли он для тех компонентов, для которых не проходила редакция. Можно также сохранить проект программы, в котором сохраняются все загруженные данные, их редакция, проведенные по ним сплайны. Кроме того, в проекте сохраняются все настройки программы. При загрузке из проекта текущие настройки будут заменены настройками, сохраненными в проекте. Таким образом, можно обмениваться настройками между разными пользователями. Сохранить и загрузить отдельно настройки программы можно, нажав кнопку «Сохранить конфигурацию» или, соответственно, загрузить конфигурацию на панели «Настройки». Создать новый проект программы и осуществить все процедуры загрузки и сохранения можно также в меню вкладки «Файл». Рассмотрим окно настроек программы. Вкладка «Сохранение». Первый раздел относится к сохранению сплайнов. Первая опция – автоматическое проведение сплайна для всех компонентов. Если отмечено, то перед сохранением файла сплайн будет проводиться даже на тех компонентах и передаточных функциях, где редакция не проводилась. Рекомендуется эту опцию отключить, чтобы в сплайн не записывались, например, данные для типеров, если их редактирование не проведено. Следующие 5 опций – выбор тех передаточных функций, которые будут записаны при сохранении сплайна в формат ADI. Следующий раздел – сохранение данных. Первая опция – записывать ли при сохранении данных среднюю кривую. Вторая – записывать ли промежуточные реализации. По крайней мере, одна из этих опций должна быть выбрана. В файл записываются только отредактированные данные и пересчитанная средняя кривая. Удаленные данные, реализации, исходная средняя кривая не записываются. Если был проведен сплайн, то его также можно сохранить в файл с данными. Опция «Добавлять сглаженную кривую». Сплайн при сохранении данных можно записать как один из наборов данных с заголовком «Сплайн». Это первый вариант. Или в специальную секцию «Feed» в файле ADI. Не все программы читают данные из секции «Feed», поэтому рекомендуется сохранять сплайн как один из наборов данных. Следующие 5 опций – выбор тех передаточных функций, которые будут записаны при сохранении данных в формат ADI. Раздел «Общие настройки сохранения». Первая опция – сохранять только одну выделенную запись или пикет. Если не отмечено, то будут сохранены все записи. В опции сохранения в несколько форматов можно выбрать, в какие типы файлов сохранять данные, если в окне сохранения выбран соответствующий тип сохранения. Эта опция относится и к сохранению сплайнов, и к сохранению данных. Первая опция «Робастный масштаб» позволяет не учитывать при масштабировании отдельные отскочившие точки.
Опция «Обновлять автоматически» позволяет автомасштабировать графики по мере удаления отдельных точек реализации. Секция «Учитывать» определяет, какие элементы данных учитываются при автомасштабировании. Это доверительные интервалы, опорные кривые, сплайны, неактивные отключенные записи, реализации, режимы обработки. Последнее – неактивные отключенные опорные кривые. Раздел «Периоды» задает настройки всех горизонтальных осей графиков. Чтобы вывести значение минимального и максимального периода вручную, нужно отключить опцию «Автоматический выбор». Корень из периода – переключатель между значениями периода и корня из периода по горизонтальной оси. Следующий большой раздел позволяет вручную настроить пределы для вертикальных осей всех типов графиков. Например, настроим пределы для RAW от 1,1 до 100 Ом-метров. Отключим автонастройку справа для компонента XY. Введем в первом поле значение минимума – 1/100. В поле максимального значения воспользуемся стрелками. Изменение значений происходит с геометрическим шагом для логарифмических осей и с арифметическим для линейных. Изменения пределов сразу же отображаются на графиках. Справа от полей ввода показаны текущие минимальные и максимальные значения данных. После того, как мы ввели значения для RAW XY, скопируем их и применим для YX и эффективные компоненты. Кнопка «Все» устанавливает аналогичные пределы для всех однотипных осей. Таким образом, можно настроить все графики. Это бывает нужно, например, для печати, подготовки рисунков или презентаций. Вкладка «Внешний вид» дублирует некоторые функции на панели настроек. Кроме того, здесь можно поменять цвет линий сплайнов или опорных кривых и выбрать цветовую гамму для записи и промежуточных реализаций. Для промежуточных реализаций по умолчанию используется зелено-синяя шкала цветов. Можно задать случайное распределение цветов. Кнопка со стрелкой обновляет распределение. Или задать линейное распределение, выбрав начальные и конечные цвета. Аналогичные настройки цветов для записи находятся ниже. Под ними настройки цвета выделенных точек и точек с предварительным выделением. Кнопка по умолчанию сбрасывает все настройки цветов к стандартным значениям. В разделе «Сглаживающая кривая», кроме продублированных настроек с панели настройки, есть возможность задать цвета линий сплайна, рассчитанных по дисперсионным соотношениям кривых и эффективного сплайна. В разделе «Опорные кривые» можно задать ширину опорных кривых, отображение отключенных кривых серым цветом и цвет отображаемых опорных кривых. По умолчанию для всех опорных кривых используется один серый цвет. Можно использовать стандартное распределение цветов или случайное. Для опорных кривых используются цвета менее яркие, чем для данных или сплайнов. Попасть в меню настроек можно также, нажав значок в правом нижнем углу некоторых секций на панели инструментов. На этом обучающий курс по программе MT Corrector заканчивается.